All people have genetic predispositions, and just like we are coded to look the way we do before we are born, we are coded to behave the way we do and to experience the way we do prenatally, before birth. Генетическая предрасположенность распространяется не только на какие-то внешние черты человека, не только на внешность человека, но и полностью предопределяет наше поведение, как мы себя будем вести в жизни еще до нашего рождения. But once the individual gets this understanding, the sky is the limit. We break through the barrier. Но как только человек понимает происхождение этой проблемы, каким образом он оказался предрасположен к этой проблеме, он способен преодолеть генетический барьер. А это надо же диагностику наладить. А может ли сейчас наш зритель, которому не суждено попасть на ваши семинары вот сейчас в Москве, у себя дома в Хабаровске, например, может проанализировать сам себя, чтобы поставить себе самому диагноз? И что он должен, какие вопросы он должен себе задать? Okay. They ask me, Dr. Tойча, let's say I have a weight problem. Or I have a problem, I'm alone, I'm not married, why? And whatever the question is. And mind you, not only do we have seminars and private consultations in Moscow, but I have some people who have long-distance consultations with me by telephone, whom I never see. И формы работы у нас самые различные. Люди обращаются по самым разным поводам. Кто-то приходит с избыточным весом, кто-то говорит, что я никак не могу жениться или выйти замуж. И помимо семинаров, помимо частных индивидуальных консультаций, я иногда провожу консультации даже по телефону. And I ask them specific questions. What is your problem? And then I ask certain questions, and I develop right in the first few minutes an understanding of the genetic code which is involved here. We have a genetic profile, which my late wife, Joelle Marie Tойча, was the pioneer with me. We developed that. So we have a graphic picture of the individual. And right from the start, they become new people. That doesn't take long. Мне достаточно нескольких минут, чтобы с помощью определенных, особым образом сформулированных вопросов уяснить сущность проблемы данного человека, который ко мне обращается. И все это благодаря тому методу, который был разработан моей женой Joelle Marie Tойча. One woman, for instance, who called me and came to see me in Moscow, had a fear of success, and every positive thinking approach was tried and it didn't work. I discovered she was of French descent, and her ancestors were killed with the guillotine in the French Revolution. So she had a fear of dying if she became prominent, and she became a failure until she understood and changed her life. Вот один пример генетической зависимости. Здесь, в Москве, ко мне обратилась женщина, у которой была паническая боязнь успеха. И с помощью очень глубокого анализа ее генетической истории, истории ее семьи, я выяснил, что ее предки происходили из Франции, и кто-то из ее прямых предков был казнен на гильотине. Поэтому в ее сознании было связано некое высокое положение в обществе со смертельной опасностью. She did not know this. I am a detective. I discovered this through our genogram. I discovered the history, which she doesn't even think about. And suddenly she breaks through that barrier and becomes successful in whatever she does. Но я с помощью своих детективных способностей, с помощью определенного графика, который называется генограммой, я выяснил, докопался до истины, и уяснив это, она избавилась от своей проблемы. Fear of being put down in their jobs and their personal life. And this fear has a genetic origin. Кроме того, у многих людей бывает проблема какой-то боязни власти по отношению к властям. И это тоже унаследованная проблема, потому что многие люди наследуют ее от своих предков. The ancestors, some ancestors were persecuted under the old system, and they come now, and the heir doesn't realize this, that he's repeating history on a basis modified by contemporary circumstances. Например, родители или более отдаленные предки какого-то человека могли подвергаться каким-то политическим репрессиям. И хотя уже жизнь полностью изменилась, ситуация совершенно изменилась, но их дети, их внуки продолжают испытывать в себе вот это ощущение, которое порождает в них новые проблемы в зависимости от контекста нового времени. One of my clients was a woman
whose father could not speak because of fear of political persecution. У меня была одна женщина-клиент, отец которой был не способен говорить, потому что его подавляла боязнь политических репрессий. And her husband did not speak to her because her expectation was men don't speak. She transferred her expectation from her papa to her mush, to her husband. И у него было настолько сильное ожидание того, что мужчина не должен говорить из-за какого-то подавленного страха, что ее муж, собственно, тоже с ней не говорил, потому что это передалось от ее отца. And we educated her and her husband, and now he speaks a mile a minute. И с помощью своего метода я поработал и с ней, и с ее мужем, и сейчас он так много болтает, что его просто невозможно унять.